Всем привет! Сегодня расскажу про такую полезную вещь, как каталитическая грелка для рук. Полезна она будет любителям активного и не очень отдыха на свежем воздухе в холодное время года. Рыбакам, охотникам, грибникам, спортсменам и так далее. Вообще, эту грелку можно использовать не только для согрева рук. У нее есть другие применения, но об этом чуть позже. Сейчас у меня в руках грелка от компании Следопыт. Их есть две модели, большая и маленькая. У меня в руках большая с емкостью размером 30 мл. Полной ее заправки хватает на 12-16 часов работы. У малый объем резервуара 16 мл. Максимальное время работы составляет 6-8 часов. Как устроена каталитическая грелка? Снимаем крышку. Под крышкой расположен катализатор, который поддерживает непрерывный процесс тления благодаря парам бензина, идущим из резервуара. Резервуар располагается под катализатором. Сейчас долью бензина в резервуар и покажу, как грелку запускать. Бензин можно использовать как специализированный, очищенный для зажигалок, так и многим известным недорогой – галоша. Разница между ними лишь в том, что галоша сильнее пахнет. И с тем и с другим бензином грелка работает одинаково. Бензин из литровой бутылки я перелил в удобный флакон, который не занимает много места и удобно брать его с собой. Снимаем катализатор, откручиваем крышечку и потихоньку наливаем бензин. Главное не налить слишком много, вата не должна плавать в жидкости, а быть слегка влажной, иначе рискуете поиметь кучу проблем с неправильной работой грелки и последующей чисткой катализатора. Если все-таки переборщили, слейте лишний бензин и дайте грелке постоять и немножко выветриться. Надеваем катализатор. Теперь надо его активировать. Лучше использовать турбозажигалку с острым направленным пламенем. С ней это получается лучше всего, и она не дает копоти, которая может забить катализатор. Если грелка находилась в холоде, то не лишним будет нагреть и сам резервуар, чтобы пары бензина активнее испарялись. Прогреваем катализатор. Перебарщивать не надо, чуть-чуть прогрели. Все. Грелка запущена. Почувствовать работу катализатора можно либо рукой, вы почувствуете тепло, либо поднеся к губам, не вплотную, естественно. Пусть грелка полежит и погреется, до рабочей температуры она будет доходить минуты 3-4, а я пока расскажу, как ее можно применять. Помимо отогрева замерзших рук, ее можно использовать для согрева тела, положив во внутренний карман куртки. Еще одно применение – сушка обуви. Удобно, если у вас две грелки. Даже если у вас замерзли ноги на природе, вы можете снять ботинки, кинуть туда по грелке и засунуть ноги обратно. Я так делал на последней рыбалке. Правда, грелка у меня одна, поэтому запихивал ее в ботинки по очереди. Ноги отогрел минут за 10. Девайс нагрелся, температура градусов 50-60, не обжигает и хорошо согревает. Для того, чтобы грелка перестала работать, нужно либо перекрыть ей доступ к кислороду, завернув в пакет, либо отсоединить катализатор. Катализатор во время работы сильно нагревается, чтобы его снять, используйте перчатки или кусок какой-нибудь ткани. Также можно поддеть его крышкой и в нее же скинуть. Сейчас покажу, как это делается. Поддеваете и аккуратненько в эту же крышку скидываете. Сейчас катализатор остынет и можно будет собрать грелку обратно. Чтобы бензин не испарялся, пока грелка не используется, можно просто надеть под катализатор кусочек пакета. Вот так. Закрываем крышкой. Можно ехать на природу. Теперь к вопросу о том, где повыгоднее купить такие грелки. Самый хороший ценник я нашел на AliExpress. Там много подобных девайсов, но не все из них хороши. Ссылки на две проверенные грелки я оставлю в описании. Доставка там из России, так что не придется долго ждать. Посылка приходит за 4-7 дней. Надеюсь, обзор был полезен. Если это так, ставьте лайк. Если бесполезен, дизлайк. Подписывайтесь на канал. А с вами был Ратыч. До новых встреч.